Всем привет, вы на канале Тлен Китая. Мы продолжаем проходить Baldur's Gate 3. Я в прошлой серии в конце обещала вам показать, принести моего любимого мы. Вот первый мы. А вот сейчас пропадет звук охраны, неважно. А вот мой мы, смотрите. Смотрите, какая милашка. И попа. И не попа. Он будет сидеть со мной. Вы его видеть не будете, но он здесь есть. Все, я готова проходить. Давай только сидеть так, чтобы мне не мешать. Спасибо большое. О, его щупальца видно. Ну ладно. Короче, мы идем к Миркулу, но прежде чем мы идем к Миркулу... Подожди, в смысле, ой. Все, неважно, к Этерику. Неважно. А, поговорить надо. Давайте поговорим. Мы. You can do it again? They are not kind to us here. We are different, they say, aberrant. They wish to repurpose us, destroy what they cannot fix. Please, help us escape harm. Короче, если вы вдруг не помните, включайте самую первую серию Baldur's Gate, которую я проходила, и там есть мы. Мы ему помогаем. Ну, я ему помогла, во всяком случае. Вообще в целом есть вариант помощи ему. И да, в таком случае он у нас появляется во втором акте вот здесь. Короче, мы с ним уже встречались. Ну и, как мы слышим, они говорят, что ты нас уже спасла, поэтому можешь еще раз. Мы дефектные, они говорят, ты можешь нас спасти. Я тебя вызвала. Да. Давай, пошли, где ты? Вот этот чел. Хрясь. Ни единого проблеска разума не видно в его глазах. Это жалкое существо едва ли осознает реальность, личное полностью заменилось общественным. Невольник Гейхов. Единственный способ спасти его — это убить. Ты можешь убить его, закончить его несчастную рабскую жизнь. Это было бы проявление милосердия. Но ты можешь воспользоваться его слабостью, завладеть его разумом, заставить служить тебе. Я на самом деле до сих пор не уверена, что какой вариант здесь был бы правильным. Наверное, вариант Лаэзель есть правильный, типа избавить его от жалкого влачения своей жизни в качестве элититского раба, наверное, но я обычно выбирала другое. Ну, в принципе, давай сохранюсь. В принципе, что? Элитит проникнуть в его мысли, что это за место, что ты сделал со всеми нами, насчет того существа в клетке, и мне нужно найти твоего хозяина Кэтерика. Я не помню, что будет, если элитидом. Давайте элитидом. Его разум податливый, как хорошо разношенные сапоги, возвращается к работе. Отрубить, разрезать, разложить. Стрясение от удара, треск костей. Он вынимает мозги и достает извивающихся личинок, недостойные, которых отдали элитидам, чтобы проявиться. Что значит проявиться? Часть единого разума. 4 лапки. Танец. Под одну песню. Вздрогнув, ты понимаешь, что он говорит про пожиратели интеллекта. Здесь собирают мозги, добавляя их к разуму улья. Не волнуйся, я тебе не отдам. Но есть один малыш, котенок, пляшет под другую песню. Ту же песню, что ты? Это наш мы, да. Ас. Насчет котенка в клетке. Плохой котенок. Поет не ту песню. Надо исправить.
Не помню, что с ним не так, можно спросить, надеюсь. Odd. Странный, другой. Other. Не в едином разуме. Beyond one mind. Cut. Chop. Резать. Until Хрясь. it is us Пока again. снова не станет мы. Он не станет ас, поэтому отстань. Уже как я не люблю, когда у меня мокрая голова. Волосы, в смысле. Неважно. Давайте убеждением я заберу это существо с собой, оно больше не потревожит ваше роевое сознание. Yes. Yes. Take. Only one song remains. Careful petting. Sticky. Осторожно, клад липкий. Спасибо большое, я забираю его. Мы. Откройте клетку. We are free! Thank you, friend. But perils remain Но опасность близка. near and far. Велика. Better to Лучше stay остаться together. вместе. You and us. Ты с нами, мы. We will remain with you. Call us, and we will be at your side. Какая милашка. Боже, какое оно милое. Да, теперь у нас есть возможность позвать мы к нам. Only chop. Я пока этого делать не буду. Chop. Позже сделаю, возможно. А вот этот чел... ты можешь убить его, закончить его несчастную рабскую жизнь. Это было бы проявление милосердия. Да, это мы поняли. Что это за место? Nursery. Here. They become. Что ты сделал со всеми нами? Chop, chop. Help them. Become. Мне нужно найти твоего хозяина, Катерика. Master. No. Down. Deep. One of three. One of three. Иди настроиться. Я отправлю тебя ко всем, кого ты замучил. Ну, в принципе, он нам не всрался. Пофиг. Лайзер одобряет. Yes. Please. Ну, типа, видите, он и сам говорит, да, пожалуйста. Он и сам не особо таки хочет вот это все. Но если я на него нападу, на меня нападут остальные вот эти вот пожиратели. Но мне, в принципе, так-то и насрать. Ну, нападут и чё? История. Trust no one. А ну давай, присядь вот это. Вот так вот. И вот так вот. Скажите, не могли бы вы отойти отсюда, милашные? Спасибо. Just like Если нет преимущества, у него есть преимущество. time for discretion. Здрасте, приехали. The moment comes. The absolute. Напади, все, короче, фиг с ним. Chop, chop. Your violence hasn't. Not for long. О, да насрать. For chop. Где тут вы? Вот вы. Короче, это, так сказать, бесплатная фигня на то, чтобы сделать одобрение Лаэзель. То есть вам не обязательно с ним драться, но можно просто сказать, что мы с тобой, мы тебя избавим от этого сейчас. Все. Let's spill some blood. Молодец. Смерть, наконец, свобода, не надо больше хрясь. No more chop. Chop. Ну да. Типа. This way. Swift and lethal.
А, мне нет смысла это отменить конец хода. Ой, недалеко где-то. Вот один, вот второй. Ладно. Испух, прикольно. Угу. Ну ок. Снова это кровавое озеро. Вблизи оно еще больше. У него тут игрушечный кубик, секач, золотишечка и стейк для нас в лагере. А еще смотрите приколяху. Смотрите. Нельзя. Знаете что? Я сделаю вот так. Так. Стариан. Стариан. Иди сюда. Стоишь? Стой. Нажимаем на прикоснуться. Стариан, ты не там стоишь. Подношение из лунных башен. А теперь стань вот здесь. Надеюсь, он сработает. Delightful. I prefer it fresh, but still, beggars, choosers, all that. Вкусняшка. Мне бы лучше свеженькая, но все же. Дорогой конь, зубы. Такое. Ржу с него. А можно, если кто-то другой станет? Типа, давай ты. Ты темный соблазн, ты должна на это повестись. Ты ничего не скажешь, да, на то, что тебя это сейчас говном облили? Ну, не говном, а... Не говном, вы поняли, чем. Ой, да. Мне ведь просто интересно, они все что-то скажут? Отреагируй, пожалуйста. О, боже. Тебя только что облили. Она не хочет реагировать. Лезет. Тоже не хочет реагировать. Ну, не хочешь, не надо тогда. Ой, сколько у меня лута продать надо, ты чё? The corpse regards you lifelessly. Кто ты? Немиас. До того, как тебя призвала Абсолют, кем ты был? Учитель. Как мило. Что с тобой произошло? Награда за что? Young souls for the absolute. Привел обращенных. В чем состояла награда? To see her design. To see her. Отлично. Награда увидеть ее. Ну, абсолют, типа. Окей. Ну, так сказать, увидел. Увидел. Наверное, ему не очень понравилось. Ну, а может, понравилось. Я ж не знаю, может, понравилось. Может, он... Вот еще приколист. Так. С любовью ухоженные собаки. Ладно, я не буду это пробовать. Короче, вот эти вот баночки зеленые, они еще с первого акта есть с самого-самого начала. Вообще с самого начала еще на Наутилоиде. Я их собирала однажды специально для того, чтобы проверить одну штуку здесь. Я не знаю, в этот раз я, наверное, собирать их не буду. Ну, ладно, могу собрать те, что здесь. Окей, я могу взять те, что здесь, чтобы показать вам хоть часть. Но вообще, типа, если вы хотите увидеть все эти зеленые штучки, их можно взять с собой, да. Везде, где найдете.
Письмо для Абсолют. Пропустила стой. Листок исписан детскими каракулями в окружении рисунков ребенка. Привет, Абсолют. Учитель говорит писать, он говорит это как молитва. Мы уже видим твою башню, я надеюсь, она светлая и хорошо пахнет, как мамин храм. Учитель говорит, что скоро пойдет за нами. Пожалуйста, присылай учителю хорошие сны. Он ворчливый, а когда устает, то сильно трясет повозку. Мы все обещаем, что будем вести себя хорошо и тихо, чтобы он поспал. О, мило. Так. Все, пошло. Нет, по-моему, нам не сюда сейчас. Ну, стоп. Да, давайте потом. Ладно, давайте сейчас сюда, пофиг. Их с ним. Ну-ка. Don't burn yourself. Hello, you. Уж не знаю, получится ли врасплох застать с Тарианом. Пробовать можно. Да, захватил врасплох. Молодец. Not bad. Где этот? Где он есть? Вот он, в серединке. Давай ты поближе подойдешь. Ты такой попадешь в него. Недостаточно. А еще чуть-чуть подойди. А вот так вот достаточно? И так недостаточно. Вот так. Нормально. А, у него... Ах, блядь, у него что? Что у него? А, доп. Ах. Nice and quiet now. What's the story? So, Halfling essence. Keeping low. Light steps. With every breath, a purpose. Keeping my head down. I'm ready. Hungry for the slaughter. Nothing will stand in my way. А, у меня еще и Светло Тандера. Я забыла, что я его держу. Jimmy on the go. Now this is my happy place. Вы врасплохе, вы не можете ничего делать. В смысле, промахаст. Quickly. I am fury. I am death. Sometimes the only way out is through.
Ура, промах. Где? Угу. Окей. Ну вот как-то так получается. Moving. Я сижу, играюсь щупальцами мы. Не знаю, видно ли их на камере. Наверное. Let's do it. Victory awaits. No choice but to keep going. Ой, светло Тандера. Забыла. Опять. Я вечно про него забываю, если честно. I will ascend. You bow. I won't give in. Ну как-то так. Well, hello. Oh, I could go for a good meal. No, never mind. Сейчас я как поднасоберу тут лута. Не, ну вообще в целом, в принципе, у них нет смысла брать лут. У них там по одной-две золотых монеты, да и все, и кости или что-то ненужное. Не знаю, может быть, только у вот этого есть что-то важное или у сильной зомби, хз. Что у сильной зомби? Просто монетки, да? Ну да. У пастуха смерти может быть есть что-то. Ну, 180, ладно, на Карлах, носи, это я продам. Да, у них не особо важные штуки. Never a dull moment. Я вернусь в это место чуть позже. Сейчас я бы пошла сюда. Я просто хочу собрать все эти зеленые сферки. Так, что это тут? Дверь. Двери за собой закройте. Вот сюда это... Better not be cursed. А, смотри, это тоже есть зеленая сферка. Ну, возьмите зеленую сферку. What to do?
fate of Nautiloids. How many true souls have passed through this place? Ясно. No one back home will ever believe this. Так, Send, prepare, obey, evacuate. ага. Вот, смотри. Lashes. Бальтазар выпустил из-под контроля один из своих ходячих трупов. Верните тело на место. Wait! Погоди-ка, клянусь владыкой костей, это ты. А ты чё лагаешь? Точнее, подпрыгиваешь. Что с тобой? I thought I'd Я думала, что больше тебя не увижу. Я надеялась, что ты достанешься мне, но тебя куда-то отправили. Ты не отставай, давай от своих реплик, да? Достанусь тебе. Что ты со мной сделала? Ты говоришь? Ты в сознании? Как такое возможно? Ты немножко отстаешь, я тебе так скажу. Тебе нельзя здесь находиться, так не положено. Но я не хочу тебе повредить. Окей. В конце концов, ты моя первенка. Все, что мне известно о паразитах, я узнала от тебя. Я обнаружила тебя при смерти в кровоподтеках от побоев на полу святилища. Полагаю, через пару часов после того, как тебе череп подсолили личинку. Как ты тут оказалась, для меня полнейшая загадка, но я привела тебя в порядок, насколько смогла, и поместила в колыбель. Я держала тебя при себе, пока ты не понадобилась нашим вышестоящим. Мы были связаны так тесно, я раз за разом скрывала тебя своими скальпелями и погружалась в твои внутренности. Это тут меня оставили после того, как кто-то меня заразил? Я этого не делала, я ничего не знаю. Но кто бы ни стоял за этим, я рада, что он оставил тебя мне. По правде, меня не удивляет, что ты сама нашла путь обратно. Я всегда знала, что ума тебе не занимать. А спасибо большое, слушай. С другими все было иначе. Все прочие жертвы, попадающие сюда, слабые и безвольные. Но ты отбивалась, сопротивлялась. Ты была непокорна. Однако, хоть ты не как все не думаешь, что можешь разгуливать тут по-хозяйски, как будто обладаешь свободой воли. Мы убьем тебя, милая. Я обещаю, что останусь с тобой потом. Бичи, уложите ее обратно на стол, готовьте мои ножи. Нас ждет долгая ночь экспериментов. Извини, Кресса, костяная дочь, ты в себе? Потому что пока не очень. Как остальных зовут? Лохматый Генри, Железный Палец, Мактью Будж. Окей. Окей. Ладно. Just окей. So much for peace. Shall we dance? Стариан, прошу. Ой, ты чуть-чуть подскользнуться можешь.
Окей. Чел. О, ничего себе. А, слишком близко к этой, да? Knees high. Ну ладно тогда. What's it gonna take? Она что-то вроде знахарки, и она просто кое-как подлатала тебя после того, что случилось с твоей головой. Должно быть, кто-то другой напал на тебя, когда ты была увлечена происходящим здесь, внизу. Эта некромантка была просто пешкой в схеме измысленных против тебя ужасов. Источником твоих бед был нападавший. Так, попробовать вспомнить нападение. Среди всех этих мембран тебя всегда ждал кинжал. Но чей? Мне так понравилось выражение лица сейчас. Мы сейчас у вас все заберем. Краса, костяная дочь, есть что-то полезное? Дьявольский цепь Миркула, не очень. Ладно, вообще не полезное тогда. Так. Тут у нас ничего не лежит. О, смотри, прикольно выглядит. А ну можно мне скрыть это? Ой, смотри, красиво, да? Мне нравится. Я так обожаю виды в Baldur's Gate, боже, вы бы знали. Я говорила это, уже знаю. Что такое? Отрезанная рука. Это хорошо. Да. Да, неплохо. Пу-пу. Пу-пу. Пошаримся в их комнатах, значит. Незатейливый сундучок. Деньги. Дневник Мактьюбуджа. Я иногда вспоминаю нашу жизнь в Нашкеле, жизнь простых деревенских врачей. Все, что мы тогда хотели, быть лучшим в своем ремесле, научиться излечивать любые смертельные раны. Как мы дошли до жизни такой? Крыса сама не своя с тех пор, как ее ручного верного забрали на тот наутилоид. Это он про нас говорит, ручная верная. Я к ней даже прикоснуться теперь не могу, зеленее от одной лишь мысли об этом. Моя родная жена мне теперь настолько отвратительна. Впрочем, что мне осталось от моей жены? Я думала, что избавившись от ее любимчика, я помогу ей прийти в чувство, но она продолжает страдать по этому озверевшему трупу. Если она узнает, что я сдал ее Бальтазару, рассказал ему, что она прятала существо у себя, она меня убьет. Потом поднимет и еще раз убьет. Тут просто комната. Фонарик. Красиво. Пуп. Журнал исследований владычицы душ. Эксперименты над номером 1, день 4. Я снова заметила подтекание жидкости из ротовой полости, и мне удалось установить причину. Из-за необычного способа введения паразита его выделения вытекают наружу, они поглощаются мозгом, как у других рабов. Я точно не знаю, почему паразит выделяет это масло, но оно пахнет чесноком. Как мы теперь знаем, это указывает на то, что паразит питался мозговым веществом своего хозяина. Я взяла образец ушной жидкости. День 5. Вивисекция. Подопытная не проявила никаких признаков боли, а когда я разматывала кишечник, он схватил тонкую кишку, словно веревку, и потянулся ко мне, чтобы омотать орган вокруг моей шеи и, по всей видимости, меня задушить. Увы, в его руках совсем не осталось силы, пришлось зашить ему кишки обратно в чрево. Попробую заново в другой день. Not bad. Подожди, это что точно про... Это про... вот это я не уверена про нас, если честно. Записи Кресса. Я видела 1000 ушей, некоторые из них рефлекторно вздрагивали, когда чувствовали, что червь вот-вот в них зароется.
Червю требуется больше времени, чтобы проникнуть в мозг, если ушной канал не прочищен. Тогда мне приходится брать в руки ушную свечу. Как же это все уныло. Я устала от бесконечных ушей, устала от того, что мне поручают лишь одну задачу — изготавливать рабов. Всеми сведениями о работе мозга заведует избранная, а нам скармливают лишь крупицы знаний. Нам запрещено изучать мозговую деятельность рабов. Мне нужен новый раб, такой, о котором бы не знал Бальтазар. Существуют исключительные силы воли, вроде моего старого питомца, даже под действием паразита может сохранять фрагменты своей прежней личности. Нам нужно знать, почему такое происходит. А вот это уже про меня было. Ну, короче. Важно. Это было. Что еще за комната? Дневник лохматого Генри. Ой, эти скользкие внутренности, эти текучие помещения. Сколько времени мы уже провели здесь, изготавливая рабов? Я больше не хочу. Голос Миркула в моей голове заглушен моими же разрастающимися страхами. Владыки костей, трусы не нужны. Все вокруг здесь словно не настоящее, а я в чреве Кракена. Меня вывернули наизнанку. Я больше не в мире живых. Серая пустошь Миркула всегда казалась мне мирной, спокойной. Не такой. Вот сюда еще не светим. Закрытый разум. Что тебе? О, это у тебя места нет на закрытый разум. Давай кому-нибудь типа вот Старяну дадим закрытый разум сюда. 3 штуки. Шо пусть носит пока. С любовью ухоженный сундук. Письмо от железного пальца. Она рано или поздно засунет его и в меня. Крыса, которую посвятили одновременно со мной столько долгих лет назад. Она подсадит мне в ухо паразит, пока я сплю. Не может жить без питомца для опытов. Ей нужен раб в клетке, чтобы пойти в своей работе дальше, чем позволит ей Бальтазар. Крыса, я помню время, когда мы с тобой топтали муравьев и тут же их оживляли. Наши первые смерти. Я надеюсь, где-то глубоко внутри ты тоже об этом помнишь. А вы знаете толк. Сказать. Так, дверку закрой. Скелетик сидит у нас тут. Скучает. Я. Что тут? Солевые бассейны, но без личинок. Необычно. Если всех личинок собрали, то это значит, что они готовятся к чему-то большому. Я сохранилась, чтобы разбить вот эту бочку, потому что мне интересно, что с ней... Я ж не знала, что они на меня нападут. Я не знала, что они на меня нападут, ничего не знаю. Я нажала F8, потому что мне просто было интересно, не выпадет ли случайно оттуда, а мало ли личинка, но они не выпали. Типа, я бы спокойно могла справиться с этими, с мозгами мелкими. Просто мне впадло сейчас. Хотя мне не во их убивать. Ну ладно. Приостановленный цереморфоз. Надиктовано писцу Ямтусу Энвером Гортышем. Цереморфоз, процесс превращения носителя литицкой личинки в свежевателя разума, обычно происходит в течение 10 дней после заражения. Однако личинки, отложенные нашим пленным старшим мозгом, усилены мощной нитирийской магией короны Карсуса. Эти усиленные личинки вызывают у носителей своего рода приостановленный цереморфоз, состояние, в котором носитель становится восприимчивым к телепатическому влиянию и даже принуждению со стороны абсолют нашего старшего мозга. Для наших целей у этого влияния есть 2 ключевые особенности. Во-первых, превращение носителя в ментального раба абсолют происходит совершенно неосознанно. Служение кажется ему комфортным, естественным и никогда не подвергается сомнению. Во-вторых, подневольное состояние сохраняется даже тогда, когда носитель находится далеко за пределами обычного радиуса псионического контроля старшего мозга. Учитывая наши амбиции, этот феномен чрезвычайно полезен. Хорошо. Так, солевой раствор. А можно кто-то найдет там личинок? О, личинка. Ура, мы достали. Личиночка. Дать сейчас кому-то. Лазеля. Все отдачи, чтобы было. Ну да. Смотрите прикол. Что это у нас тут? Элитическая капсула.
Grazit's cock, it's about time you came. Ну, наконец. Excuse me. А по какой причине она? Блять, потому что я взял. А ты можешь... Я не хочу, чтобы это была... Я нажму F8, потому что мне не нужно, чтобы это была она. Не спрашивайте. Меня просто калит это. Так. Давайте еще раз. Бери, личинок, говорю. О, Сталин. Parasite, brimming with magic. Cambion. Take No it. more tadpoles. Так, теперь я беру вот это, вставляю сюда, закрываю, беру себя. What now? Это я. И сюда, вот сюда. By Grazit's cock, it's about time you came. Ой, Мизорочка, привет. Мизора, так это ты та дьяволица, за которой отправили Вейла? Не-не-не, мне больше нравится второе. Ага, ясно, все эти рассказни про вассала Зария, сразу надо было понять, что ты лжешь. Perish the thought. О, перестань, каждое мое Every слово word было was чистейшей nothing правдой. less than true. Now, А теперь хватит разнюхивать, вытащи меня наконец отсюда. Do it. Сделай это, я отпущу Уилла. Дьяволы всегда держат слово. Слышишь ты слово? Твой взгляд устремляется на панель управления рядом с капсулой. Там два устройства с литическими символами. Управление доступно твоей личинке, а значит и тебе. Если вы хотите пройти на хорошую концовку с Уиллом, ну или просто на концовку с Уиллом, хоть какую-то, я не советую... не советую ее убивать, короче, Мизору. Ты не можешь понять, что означает этот символ. Посмотреть устройство справа. Ты расшифровываешь символ на языке или он означает освободить. Я боюсь освобождать. Освобождение это что? Освобождение это освободить ее из капсулы или освободить ее из ее тела? Типа сила собраться с силами минимум 1 слева активировать освобождение. Я сохранилась же, да? Не помню, еще раз сохранюсь. Я выберу слева. Извините, извините. Этого не было. Этого мы не видели. Я так, просто попробовать хотела. Мне было интересно. Ладно, окей, у них освобождение означает реально освобождение из капсулы. Ну, окей. Освобождение. Крылышки у вас, мадама. Умничка. Я бы вручила тебе золотую звезду, но они у меня закончились. Что касается договора. Статья Z, пункт 13. Если душеприказчица согласится на расторжение договора, она обязуется освободить душеносца от всех его обязательств в течение 6 месяцев. 6 месяцев? 9 кругов ада мало, тебе надо превратить нашу жизнь в 10-й. Бестолочь ты моя. Всегда надо внимательно читать условия, в них есть сок. К дьяволу твои условия. Разорви договор Уилла немедленно, а не то я оторву тебе голову. Шансов никаких, но твоя дерзость мне нравится. Ладно, я пошла. Мне нужно принять ванну. А вы идите, вершите свои подвиги. Но это ненадолго. Если выживете, я вас найду. Щеночек еще будет во мне нуждаться. Можешь мне поверить. Стоп. А ну стоять на месте, не двигаться. Will how we met. I've loosened his tongue. It's real cracker of a tale. Ta-ta.
Так, стоп. А какую проверку я не прошла? А какую проверку я не прошла, по-твоему? Может, мне нужен Уилл здесь? Я, наверное, возьму сюда Уилла сейчас на секунду. А я могу его сюда взять? А я его могу сюда взять? А прикинь, не могу. Я просто не помню. Я помню, что мне нужно здесь пройти проверку. Это же здесь, по-моему. Вроде как это здесь. Или я не досмотрела, или мне нужно взять Уилла. Вот в чем вопрос. Вопрос, как мне взять Уилла. Переместиться отсюда, конечно, нельзя. Да ёбаный! Ой. No tadpoles in this brine pool. Mizora in that pot. An illicit brine pool, but no tadpole. A parasite brimming with magic. Я промотаю это все быстренько. Я просто хочу узнать. Мизора, это ты? Все ясно, роскошь не так. Вот это то же самое. Сила не надо, устройство справа, смотри. Устройство слева. Нет, ну устройство справа вроде нам надо, да? Good work. As Так. Пожалуйста, плечами 6 месяцев. Вот это. Разве я не должна здесь пройти испытание? Целых полгода они здесь ошибки. Так, блядь. Секунду. Да. К сожалению, нужно быть с Уиллом, чтобы пройти эту проверку и взять свой лут. Поэтому у меня моего лута не будет от нее. Но, в принципе, ничего страшного, я без него вполне себе обойдусь. Да. Ладно, нам все равно избавляться от вот этих вот мелких. Куда промах? Ладно, пофиг, промах так промах. Давай так. Я подожду, пока они ко мне подбегут. Go for the throat. Окей. Swift as my feet can carry. Да. Идем сюда. Смотри, что тут у нас? Свежеватель разума их жертвы. Бок о бок. Смотри. Здесь, очевидно, заражают и трансформируют похищенных. Мы прям можем посмотреть, кто здесь. Это же этот, с рощи. Главарь. Тут пусто. Тут летит. Тут и летит. Тут женщинка. И тут и летит. И тут женщинка. Это хорошо. Но сначала вот сюда. Разорванная элитистская капсула.
Эта капсула отличается от других и даже пахнет иначе. На дне скопилась пыль и грязь. Скопилась. Она сломана, так что починить невозможно. От удара чем-то тупым и тяжелым. Возможно, кто-то изнутри пытался вырваться наружу. В твоем разуме внезапно всплывает картинка. Это из твоей головы хлещет кровь. Вот это смешно. Будь добр, Стариан, не мог бы ты понюхать эту кровь? Если у вас плохие отношения, то будет смешной ответ. Но у меня с ним хорошие отношения, поэтому он, скорее всего, ответит, что ладно, окей. Oh yes, that's yours, all right. Even stale, I'd recognize that bouquet anywhere. Конечно, это твоя. Такой букет я узнаю где угодно. Проникнуть глубже в воспоминания. Давай попробуем. В смысле, ты нормальная вообще? Приехала? Ой, еще раз. Ты молотишь кулаками по стенам, пока не переломаешь почти все пальцы. Как долго ты здесь? Несколько дней? Месяцев? Жизней? Паразиты засунули тебе в голову, а твое тело в капсулу задолго до того, как тебя переместили на наутилоид. Смеющаяся женщина, она глумится над тобой. Предательница. Кто же она? О, предательница? О, я знаю, кто это. Нейроустройство. Сохраняюсь. Твоя личинка устанавливает с устройством телепатическую связь, и хор статической энергии заполняет твой разум. Каждый свежеватель разума в комнате взывает из своей капсулы, каждый голоден и жаждет освобождения и пропитания. Но в капсулах есть и другие. Те, кто еще не заражен, еще не стали летидами. Им страшно, они отчаянно хотят спастись. Устройство открыто командам твоей личинки. Оно в полной твоей власти. Механизмы гехов. Хладные, как море ночи. Чуждые, как время на астральном плане. Отведи глаза и закрой свой разум. Выпустить. Очистить — это, типа, всех кокнуть в капсулах вроде. Стариан не одобрил, Лайзель тоже не одобрила. Ну да, понятно, мы сейчас тут драться будем немножко. Но мы и спасем других хороших. Например, Зевлера. Ой, да ладно, блин, вы такие недовольные, будто мы этих свежевателей за пару ходов не убьем. Правда. Вот, один Астариан уже одного кокнул. Молодец. Тем более, что мозги мы сразу убили. Can't even catch my breath. Ого, молодец. Давай. Это вообще в испуге. Poor fucker. Так. I didn't think I was going to make it. Thank you. Я в долгу перед тобой. Объяснение не только, но сперва прошу тебя, ответь. Что с остальными? Там была засада, я надеюсь, они выжили? Не все. Многие угодили в казематы лунных башен. И это из-за тебя.
Нет, давай я не буду отвечать этого, давайте ответим третье. Они в безопасности, но адское пламя Зевлор, что здесь произошло? Не сомневаюсь, тебе рассказывали. Я сломался, окаменел. Все это ложь, призванная смягчить правду. На нас из осады напали сектанты. А потом я услышал ее. Их фальшивое божество принялось нашептывать мне обещания, что я вновь стану паладином с божественной целью, божественным могуществом и обрету все, что нужно, дабы защитить свой народ. А сектанты в это время изматывались над ними. Бедняги сражались, бежали, умирали вокруг меня, а я воображал себя их спасителем. Когда я очнулся, было уже поздно. Я не просто сдался Абсолют. Какое-то время я приветствовал ее. Какое-то время, пока не осознал, что в награду получишь личинку. Пока не осознал, что я натворил. Возможно, и сопротивлялся, не помню. Как бы то ни было, меня признали недостойным того, чтобы стать верным. Я не стану искать себе оправданий. Мою вину нельзя искупить. Но кое-что я знаю. Зачем ты здесь? И я хочу помочь, если ты мне позволишь. Кэтрик внизу. Он считает, что избавился от тебя. Спустись, покажи ему, как он ошибается. Окей, если тут кто-то еще уцелел, я их найду и выведу наружу. Отыщи своих соплеменников, они нуждаются в тебе. У них есть ты. Ступай, прошу тебя, позволь мне сделать хоть что-то. Я вообще очень сильно жду сентябрь, потому что в сентябре выйдет новый патч, 7 вроде бы. И там будут новые концовки. И плюс моды. Ну, короче, я буду точно довольна. Я думаю, что, возможно, даже я либо покажу вам новые концовки, прям загружу старое сохранение, вот это, и покажу. Либо, может быть, просто начнем новую игру. За кого-то другого, может быть, да. I didn't think I was going to make it. Finish what you came here to do. I dare say you've done enough for me. Окей. Oh, stench. I'm beginning to think I should have stayed in that pod. In there it only smelled like me. Is there any news about Duke Ravengard? Опа, про герцога Рейвенгарда есть новости? Он услел? No. Нет, вижу по твоему лицу. Придется мне, значит, падать на меч, да? Gonna have to fall on my sword, aren't I? Да не надо тебе никуда падать. Успокойся еще. Подожди. Немножко. Так, это мне. И это мне. Here we go. Что у нас по времени? Нормально. Давайте сходим в это место. Какое место? Где оно? Вот здесь, кажется. Нет, это вниз. Вот тут, что ли? Нет, это не тут. Подожди, вернитесь обратно. Это не тут. Дальше. А, или тут был проход? Нет, вроде не было. Ладно, вот здесь вот. No one stopped me yet. Да, вот тут. Вот здесь мы не обыскали. Так. Сначала сюда. Ой, я так не люблю вот эту загадку. Типа, она у меня раз через раз получается. Я не запоминаю особо, как я делаю, поэтому раз через раз. Ну ладно, сейчас смотрим. Консоль оживает, и твоего разума касается другой, чужой, исполненный отчаянной нужды, но разделанный на части.
fragmented too. It is Он не полон. incomplete. Он стремится It yearns соединиться, to но ему connect, нужно, чтобы ты but направляла needs этот you процесс, to связав guide каждую the часть своего process, разума с подобной ей linking частью. each part of your mind to its like. Начать манипуляции с разумом. Давай. Давай сразу с логика. С логика. Да, с логиком. Так, логика у нас где? Вот она тоже тут. Верни. Идем через верх с логикой. Я правда не помню. Окей, логика есть, правильно? Это логика, это логика. Все правильно. Дальше. Память. Это внизу. Эмоция и эмоция. Можно попробовать через низ. Или через левую. Так вот. Эмоция, эмоция. Дальше. Речь. Речь, по-моему, с этой стороны. Да, речь с этой стороны. Это вот так вот. Алло, верни. Куда? Блять. Куда пошла? Надеюсь, она не сбросилась. Console glows as you approach. The mind still desperate. Начать манипуляции. Да, ты не сбросилась? Да, я просто случайно бескликнула. Что я делала? Вот это я делала. Сюда, сюда и вот сюда. Речь. Дальше память. Хоп. 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 Да, ну вот порядок. Пора выяснить, что там таится. Ладно, окей. Вроде как неплохо. Первый раз, признаюсь честно, я какое-то время посидела с этой загадкой. Это точно. Вот помню, что первый раз я долго сидела, а потом полегче вроде, но... Обруч душевных терзаний, пси-вампиризм. Когда противник проваливает испытание харизмы, интеллекта или мудрости против одного из ваших заклинаний или фокуса, вы восстановите 1d4 УЗ. Прикольно, прикольно, пусть лежит. Это перчатки опустошения разума. Когда вы наносите психический урон, вы также накладываете ментальную усталость на 2 хода. И они никому не нужны, продам. Так, бодрствующий разум возьму себе. Оскверненный барельеф. Твоя личинка откликается эхом, не присутствием, а памятью с привкусом потери. Потеря вдруг превращается в ярость, и когти впиваются в твой разум. И так же внезапно боль и память уходят, и вновь остается только камень. Великий план. Долг каждого гитьянки сделать все, чтобы империя Гайхов никогда не возродилась вновь. Реставрация империи и свежевателей разума. Мечта всех элитидов. Мечта всех элитидов. Прикольно. Но мы туда пошли за зеленой капсулой, потому что здесь можно получить, насколько я помню, пассивную особенность. Если я не ошибаюсь. Мы сейчас это сделаем. Ну, попытаемся, ладно. Где? Вот здесь. Хрущеватый слуг. Я чувствую себя великолепно. Я знаю, что ты чувствуешь себя великолепно из-за камня резонанса. Камень резонанса дает некритическую устойчивость, то есть устойчивость к лучам, к колющему урону, но уязвимость к дробящему. А, это у него. Он не дает. Что он дает? А ну возьми его. Что он нам дает? Вот что вопрос.
Всех существ поблизости переполняет блаженство. Это означает, что охваченные неописуемой радостью существа делаются более энергичными, также более покорными ментально. Существо получает преимущество при проверках физических параметров и помеху при ментальных испытаниях. В принципе, я его с собой носила до почти весь третий акт. Почти до конца. Там в конце я его скипнула. Но сам факт, что в целом эта штука не то чтобы прям полезная, но поносить ее с собой можно. Я бы ее дала кому-нибудь. Типа, кому? Ладно, пофиг, буду держать я. Вот ты носи вот это. Записи Бальтазара. Заметки об экспериментах начертаны изящным почерком Бальтазара. Несмотря на все очевидные недостатки, нельзя отрицать, что у юного Горташа ум настоящего ученого. До того, как он представил свое новое изобретение, библиотека эрититов для нас была просто рядами плавающих в мутной жиже мозгов. Теперь же нам больше не нужна псионическая сила, чтобы получить доступ к воспоминаниям. Устройство Горташа позволяет просто вставить в мозг и поговорить с ним напрямую. Мне, впрочем, не нравится, как охотно Горташ испытывает свое устройство на собственных подопытных, тем более, что опилки этих черепов остаются на моем рабочем столе. Хроническая табличка. Точки, ломаные линии — это письмена на языке, которые ты не можешь прочитать, и все же их смысл тебе открывается. Последняя горестная запись, в которой чувствуется колоссальная опустошительная скорбь. Колония в упадке, старейшина голодает, он впадает в спячку, чтобы сохранить силы и лежать в ожидании грядущего спасения. Наутилоиды, стремительно несущиеся через бескрайнюю черную пустоту, единый разум с единой целью, согласованно движущийся сквозь тьму между мирами. Замысел, который притворяется в действие, пока рабские разумы не восстали и не разрушили все это. А кто-то из вас может? О, глазная повязка. Это что, глазная повязка Мол? Что с ней стало? Молитва о прощении. О, прости меня, отец, но я не могу не восхищаться избранным твоего взглядного врага. Гений Энвера Горташа далеко заведет нас, но не страшись. Те, кто следует путем Бэйна, всегда совершают одну и ту же ошибку, они не видят красоты уничтожения. Мистификация с Абсолют принесет нам ложную любовь новых рабов, но как только под моей рукой соберется армия достаточных размеров, я воспользуюсь властью над рабами Абсолют, чтобы положить конец этому мерзкому миру. Я вижу свой путь через осуществление блестящего плана Горташа. Вместе с Горташем и Кэтриком мы захватим нидерийские реликвии, контролирующие корону, затем воспользуемся короной для правления великим планом элитидов. Трое мертвых, извечные враги, наши суровые покровители, на некоторое время станут закадычными друзьями. Отец, ты создал меня, чтобы моя душа осталась последней в этом мире. Когда придет время, и все могущество станет моим, я зарежу Горташа Кэтрика на твоем алтаре, где, надеюсь, умереть и я, когда весь мир будет хрипеть, испуская свой последний вздох. И тогда, отец, не останется ни единого живого существа. Все умрут для тебя. Ты будешь мной гордиться. Внизу страница добавлена другим почерком примечания. Выходит, Орин не врала. Ну и родня у нее. Балтазар. Что за устройство? Интересное устройство. Прикольно. Глаз бутылки тоже прикольный. Блин, архивом сознания. Не знаю, или пофиг уже на этот архив. А ну выбрось это. Выброси. Короче, тут у нас голова. Вот эта штука зеленая нам нужна, та, которая лежала за стенкой с загадкой. Идем к управлению архивом, ставим сюда ее. Говорим. Тонкие кости, острая челюсть. Как это, эльф? Достаточно красиво для тюрьмы из плоти, хоть и неблагодарные черты Гисцерая, с которым я родилась. Это похоже на монаха-женщина Гитцерая и близкий родич воинственной Китьянки. Их презрение друг к другу затмевает лишь их общая ненависть к элитидам. Думаю, ты тоже не по своей воле в гостях у гайхов. Возможно, мы сможем помочь друг другу. Я слушаю, какую помощь ты предлагаешь? В моем ордене учили псионической технике, которой очень боялись гайхи. Поэтому они уничтожили нас, а меня забрали к себе как трофей. Я не сломалась, но все эти века я провела в сознании, осознавая. Так что вот мое предложение. Воспользуйся своей личинкой. Сотри меня, я передам свою технику тебе. Проницательность провалена. Хорошо, я это сделаю. Я вот не помню точно, как тут
нужно проницательность проходить. Хорошо, я это сделаю. Touch my mind. Коснись моего разума и очисти его. Смотри, как только ты это сделаешь, я отдам тебе свои I знания. will make my knowledge yours. Потянуться и стереть ее разум. Лайзель не одобрила. Почему? Заполняющее тебя осознание совсем не похоже на личинку. Оно неуверенное и с оттенком долгих веков одиночества. Под твоим прикосновением оно тает, но ты чувствуешь, что от него что-то осталось. Какой-то фрагмент. It is only knowledge yet. Какое-то только знание без понимания, но когда ты используешь его, ты увидишь. And I И я. Я увижу. Итого, она мне дала гидзерайский ментальный барьер. Существо вобрало в себя толику знаний гидзераев, и в его сознании выросли ментальные барьеры, оно получает преимущество при испытаниях на интеллект. Короче, да, суть в том, что вот эти вот зеленые баночки, их довольно много, я просто решила, что, наверное, не стоит со всеми говорить, сколько у нас времени осталось, да и времени у нас немного. Хотя в целом пофиг, раз у нас времени немного тогда. А ты можешь вот как-то брать, взять сюда, поставить? Верный разум. Ладно, в целом, так как у нас времени немного, можем и поговорить. Это у нас верный разум. Он приходит каждый день. 3 дня каждый день спрашивает меня, как я. Я хочу рассказать, как, но я не понимаю. Какой? Какой сейчас день? Сейчас 3-й день, давай скажем. Она шепчет у меня в голове. Она поет. Сейчас, расскажи мне, сейчас 2-й день. Глаз болит, голова болит. Но он говорит, что худшее позади, и не изменюсь, как остальные. Он говорит, у меня почетное место, и он сможет повторить чудо. Еще имя. Первый день. Да, первый. 5 дней с тех пор, как он засунул мне в глаз эту штуку, но первый день его визитов. Он говорит, что я последний. Остальные уже прошли трансформацию. Расскажи мне об остальных. Мы в разных клетках, я никогда не видел. Но когда они превращаются... Окей. Что это за он, о котором ты говоришь? Мы все его подопытные зверушки. Его план. Горташ. Да. Верный разум. Выкинь. Что у нас тут есть? Жаждущий, свежий, истерзанный, закрытый. Разумы. Суповарочка. Прикольно. Жаждущий разум давай возьмем. А, стой, жаждущий, это ж... А, не, все правильно. Если вдруг вам не интересно смотреть, что эти разумы говорят, то, в принципе, мы после этого закончим. Пардон. Я ж не могу обкашлять лорда Горташа с ног до головы во время первого же выступления, верно? Акустика тут, прямо скажем, так себе. Интересно, где это? Тут. Ты актриса какая-то, что ли? Просто прислуга, зато с большим будущим. Вот встреча лорда Горташа. Он слышал, как я пела в блюде нищего, сказал, что ему нужен кто-то, кто даст голос утерянному знанию. Честно говоря, для меня это слегка зашквар, но у него полно золота. Думаю, он знает, что делает. А теперь мне надо распеться. Давай, не сомневайся, скоро ты будешь выступать. Я такую песню приготовила. Мамочка мне ее пела, когда я прибегала ночью прятаться от монстров. Пожелай мне удачи. Да. Типа это, если вдруг вы не поняли, я не знаю, или... Это все... Не все, но часть жертв.
Так, это у нас какой разум? Давайте свежий разум. My head hurts. Голова Can I болит. go back to Можно я bed, пойду в кроватку, Mummy? мам? О, конечно, спи. Нет, как ты тут оказалась? I live here. Я тут живу. This is my house. Это мой дом. Наш дом. Правда, мам? We saw a big А мы видели spider большую snail улитку. that fell Она out of упала the с неба. sky. I'm too Мам, я так спать lazy, хочу. Mummy. Не буди меня так часто. I wish you'd stop waking me up so much. О. А я теперь, похоже, никогда не усну. Большая улитка. With big wiggly С большими legs. кривыми лапами. Тебе пора уснуть. Спокойной ночи. Night, night, Mummy. Love you. Да, вот это грустно. Не, ну все грустно, конечно. Капец. Закрытый разум. They won't be laughing much longer. Скоро все эти смехуечки закончатся. Никто не сможет сказать гномам стражи не место Бревин. Brevin, this Gortash Этот Гортыш классную штуку придумал. Что-то вроде тренировочного лагеря. Не знаю, как я оттуда в стражу попаду, но он вроде парень башковитый. to the watch, but he seems the smart sort. Это просто... Что у нас еще? Истерзанный. This place listens. У стен есть уши. It knows. Они знают. If we're going to escape, Нам нужно we схитрить, have чтобы to be сбежать smart. отсюда. Ты знаешь выход? This place is Это alive. место живое. Оно большое и мыслит, и ему нужна плоть, чтобы расти. Я видела, как в стены помещали трупы, и они там просто растворялись. So we've got to trick it, Так что мы... make Стой. it think we're part of it. Погоди. That's why the door's only open for... Как ты тут оказалась? How did you get in here? Откуда здесь ты? Away, slave! They might have taken your mind, but they won't have mine! А, окей. Понятно, ты немножко это... Чуть-чуть маленечко. Забери разум и выкинь это все. А можно это разбить? Ее можно разбить? Разбить ее нельзя, да? А если использовать пустую? Empty vessel. Пустой сосуд, ничего более. Отдать голос древнему знанию. Окей. Окей. Вот теперь, в принципе, мы можем заканчивать. Мы в начале следующей серии сразу пойдем на Петрика, на последний поясним. Сейчас, я думаю, мы закончим. Где он там? Don't mind if I do. Здесь. Дальше. What to do? Подожди, стой. Где куда пройти? Вечно путаюсь. А, это вход, господи, это вход, чешо. Вот сюда. Вот здесь, да, вот сюда нам надо. Получается, спасибо вам, чата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, а также ставьте лайки, оставляйте комментарии, кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.